Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо, мы с вами снова в гараже и возвращаемся к работе с мотоциклом М62. Я сразу как приехал в гараж разжег печку на полную мощность, и вот спустя 15 минут здесь довольно комфортно. Пар уже изо рта не идет, можем печку выключать, чтобы она кислород не выжигала. Ну и приступаем к работе с мотоциклом. В прошлом видео мы с вами перебрали заднюю подвеску, и сейчас я хотел бы вернуть на место выхлопные трубы. Но, как правильно мне написали в комментариях, немножечко здесь напутано. Бугель заднего крыла должен крепиться на этих болтах снаружи, а глушители с внутренней стороны. Так что поменяем все местами. Немного повозившись, мне удалось вывести бугель на внешнюю сторону крепления. Никак он не хотел разгибаться на такую ширину. А когда это все-таки удалось, я посмотрел и остался недоволен результатом. Вы гляньте, какое расстояние остается от колеса до крыла. Еле-еле помещается палец. А это значит, что вся грязь у нас будет здесь. Так быть не должно. И, судя по всему, кто-то сюда уже вмешался. Видите, швы от полуавтомата. Здесь я нашел даже кусочек проволоки от сварки. Значит, придется отказаться от исторической справедливости в пользу технической. О, видите, как все туго. А на внутреннюю сторону становится хорошо. Я так понимаю, кто-то собирал этот мотоцикл, почему-то ему показалось, что бугель должен крепиться внутри, но в этом положении калитка не закрывалась, не совпадали отверстия. Ну, взяли и переварили крепление самой калитки. Вернул все как было на внутреннюю сторону, и сразу видим, что крыло отодвинулось от колеса. Пусть не намного, но все-таки лучше. А также заменил крепеж калитки на нержавеющий с колпачковыми гайками. И я сейчас по мере сборки мотоцикла буду, где это возможно, крепеж менять на нержавейку. Есть у меня некоторое количество красивых колпачковых гаек. Будем по желанию владельца устанавливать их. Ну а также, возможно, вы заметили, что у меня изо рта снова пошел пар, а это значит, пора включать печку. Выходим постепенно на режим отопления. 15 минут греемся, полчаса остываем. Все горелки на полную мощность, а мы с вами двигаемся дальше. И у нас на очереди выхлоп. Глушители на М62 крепятся в двух точках. Одна сзади, за этот болт, а вторая через хомут за переднюю ось крепления двигателя. Но прежде чем сюда установить глушитель, есть у нас еще одна штука, которая на этой оси должна держаться. Это вот такая интересная боковая подставка. Она устанавливается между рамой и двигателем вместо дистанционной втулки. В комплекте с подставкой шла пружинка. И я думаю, стоит ее установить здесь. До того, как все это закрепим, будет просто удобнее. Кстати, пружина по всем параметрам похожа на ураловскую или днепровскую пружину тормозных колодок. Думаю, что это она и есть. Такая своеобразная унификация. Ну а теперь мы с вами выбиваем переднюю ось крепления двигателя не полностью, а так, чтобы досталась дистанционная втулка.
Вот она выпала. И на ее место устанавливаем боковую подставку. И вот теперь устанавливаем выхлоп, накидываем на ось хомуты и хорошенько затягиваем гайки. Надеюсь, сейчас получится показать. Естественно, за счет одной только затяжки оси зафиксировать надежно подставку не получится. Она должна удерживаться за счет этих выступов сверху и снизу. И если видите, сверху все плотно прилегает, а внизу есть зазор около 3 мм. Из-за этого подножка у нас несколько подвижна. Видите, ее крепление ходит туда-сюда. Я вот думаю над тем, как это устранить. Первое, что приходит в голову, забить туда клин. Сделаю его из нержавеющего винта. И вот теперь окончательная затяжка. Работает. Можно, пожалуй, даже испытать. В принципе, неплохо, довольно устойчиво и надежно, разве что немного неудобно искать эту подставку где-то там под глушителем. Можно к ней доварить какой-нибудь ус для удобства. Ну и давайте проверим, выдержит ли она запуск с кикстартера. Все-таки вся нагрузка на подставку сейчас. Ну, вроде держит, вроде не гнется. И следующим у нас на очереди будет как раз кикстартер. Если помните, у нас здесь в комплекте с днепровской коробкой передач установлен ураловский кикстартер, который, несмотря на всю свою внешнюю схожесть и идентичность с днепровским, все же имеет другой угол сверловки под клин, из-за чего кикстартер в самом нижнем положении немного не доходит до рамы, и зубчатый сектор механизма кикстартера внутри коробки ударяет о корпус. Это может привести к поломке самого корпуса коробки передач. Чтобы этого избежать, мне пришлось подложить большой довольно отбойник, искусственно ограничить ход кикстартера, что, естественно, ухудшает условия запуска. Убираем эту резинку и достаем клин. Снимаем кикстартер Урала, а на его место устанавливаем днепровский. Клин у меня есть новый, каленый. Забивается он с внешней стороны. С ураловским до этого было наоборот. А с другой стороны надежно фиксируем клин гайкой. Затягиваем и проверяем.
Максимально поднятое положение стало немного ниже, дальше от рамы. А самое нижнее, слышите, все равно немного не доходит, стучит внутри коробки и не стучит о раму. Но я вижу, что зазор буквально несколько миллиметров. Здесь должен находиться резиновый отбойник, который мы сделаем из резинки от подножки. Кажется, можно было даже что-то взять потоньше. А чтобы наш отбойник не потерялся, зафиксируем его хомутом. Проверка. Слышите? Удара нет. Ни по раме, ни по коробке. Ну и с отпущенным сцеплением тоже все работает отлично. Из новых деталей, которые надо установить, у нас остался только рулевой демпфер. Что же это за штука такая? Рулевой демпфер предназначен для создания искусственного сопротивления повороту руля. То есть мы умышленно, осознанно усложняем себе процесс руления. А делается это для того, чтобы избежать такого явления, как воблинг, когда переднее колесо мотоцикла входит в резонанс с ходовой частью и руль неудержимо начинает колбасить вправо-влево. На одиночных мотоциклах это редкость, а вот на колясочных сплошь и рядом, поскольку коляска создает асимметричность ходовой и малейшая неровность под колесом коляски заставляет руль дернуться в сторону, и это уже может стать началом воблинга. На мотоциклы Урал и Днепр устанавливается демпфер простейшей фрикционной системы, то есть гасящий колебания за счет трения. И состоит такой демпфер из длинного винта с барашкой, чтобы можно было прямо на ходу регулировать усилие. В нижней части находится гайка, затем идет пружинная шайба, создающая усилие преднатяга, и пошли рабочие диски. Первый, стальной, соединяется за счет пазов с гайкой и за счет штифта с нижней траверсой мотоцикла. Этот диск подвижный, когда мы поворачиваем руль, он двигается вместе с ним. Затем диск фрикционный из материала, похожего на тот, что используется на тормозных колодках. Затем диск неподвижный. Видите, у него отверстие круглое, с гайкой он не соединяется. Зато соединяется с рамой мотоцикла, цепляется там внизу за выступ. И вот получается, этот диск стоит на месте, а этот шевелится. Вот уже и трение. Затем еще один фрикционный и еще один подвижный, который вращается вместе с рулем. Он соединяется с нижней гайкой за счет пазов. Весь этот набор создает механизм демпфирования. Давайте сейчас выкрутим винт. Комплект дисков вкладываем снизу, винт вставляем сверху. Цепляем эти выступы за раму, а здесь отверстие должно зайти на штифт траверсы. И вот оно, восхитительное новодельное качество. С первой затяжки практически без усилия резьба на штоке начала прокручиваться. И я вижу, что ее здесь уже слезало. Нашел старый шток, оригинальный. И сейчас давайте сравним. Толщина штока 7,3
новодел 7,3, похоже. Но здесь резьба накатана, и она больше, 7,9. Ну, практически это М8. А здесь резьба нарезана, и она 7,4. Далеко не М8. Вот и получается, что такой винт работать не будет. Будем использовать старый, надо только как-то его почистить и привести в порядок. И как обычно, заработало все только после подгонки и доработки напильником. Диски зацепились там, где должны. Видим, что средний диск у нас неподвижный, а верхний и нижний двигаются вместе с вилкой. И даже чувствуется, сопротивление появилось на поворот руля. Затягивать пока сильно не будем. А завершить это видео классно было бы запуском мотоцикла на новых комплектующих. У нас новый руль, рычаги, ручка газа поменялась, кикстартер другой. Давайте откроем ворота пошире, впустим в гараж свежий воздух. Зальем свежего бензина. Видим, как заполнились фильтры. Закроем сверху, чтобы бензин не выплескивался. И подключаем питание. Воздух закрыть. Пусковые обогатители поднять. Ну, давай. Подхватил. Такое ощущение, что один цилиндр работает. Два цилиндра. Все заработало. Конечно, у нас сейчас не отрегулирован холостой, синхронности нет. Но главное, что мотор работает. Живой, моторчик живой, но надо регулировать. Обороты то низкие, то высокие.
Прогрел двигатель до рабочей температуры, затем поочередно отключая цилиндры, отрегулировал смесь на обоих, подкорректировал холостой ход, на глаз синхронность по свободному ходу тросов. И вот что в итоге у нас получилось. Подхватывает с полоборота, выходит на стабильный устойчивый холостой. Что удобно, в ползунковой ручке можно установить требуемое нам положение оборотов, отпустить газ, и она держит, не возвращается сама обратно. Вот у нас повышенный холостой, такой прогревочный. Сбрасываем в самый низ, получаем максимально низкий. Практически харлеевская потота. И раскачка из-за движения поршней. На этом результате мы с вами пока остановимся, и следующая увлекательная задачка будет касаться электрики. Необходимо научить 6-вольтовый генератор выдавать 12 вольт, а затем по всему мотоциклу проложить электропроводку. А на сегодня закончим. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.